Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами продолжим экспериментировать над нашим контуром и воспользуемся экстраполяцией, чтобы создать новые варианты наших шрифтов и новые начертания. Ну и также здесь заново напомню, что если вдруг нам нужно как-то видоизменить наш шрифт, просто вот для того, чтобы понять, как вообще он будет выглядеть, если, например, мы захотим его немножко сделать шире или поуже, или еще как-то просчитать его, мы можем расширить диапазон осей, которые мы с вами делали до этого более конкретно. Я возвращаюсь в Font Info, захожу в панель осей, и вот здесь я могу выставить значение 50, а здесь выставить значение 200. И здесь тоже выставить 200, и здесь 50. Жму ОК, жму Keep. Что произошло? У нас существуют мастера для вот таких вот положений, но при этом мы сделали диапазон за, скажем так, за вот эти поля. У нас теперь есть 200, у нас есть 50. Жму ОК. И в целом особо ничего не поменялось, но если я вот так вот выберу несколько символов, я могу как бы виртуально создать более широкие начертания и более узкие начертания. И делается это так. Внутри мастеров наших происходит интерполяция, но если я выйду за них, я смогу достаточно в разумных пределах немножко ее растянуть. Как видите, результат получается не очень хороший, но в качестве создания такого быстрого наброска почему бы и нет. Вот я могу его настолько увеличить в ширину и сделать более узкую. В некоторых буквах такая интерполяция, точнее в данном случае это уже экстраполяция, она происходит более-менее нормально, но где-то, конечно, результат очень плохой. Если вот чуть-чуть уменьшить, то вполне даже вот эти буквы более-менее нормально смотрятся. Здесь, конечно, нужно будет доработать. Но, в общем, таким образом мы можем с вами просто создать такие как бы предварительные наброски расширение нашего шрифта, если мы вдруг подумаем о том, чтобы сделать из обычного шрифта более широкий диапазон. И еще можно дополнительно видоизменить их так. Я могу просто сейчас вернуть это все, чтобы оно не так сильно деформировалось. Разумеется, кстати, когда мы вот так вот все растянули, допустим, мне нравится, как это выглядит, хочу, чтобы оно выглядело примерно вот так. Чтобы это все зафиксировалось, мне нужно создать мастер, в котором это все будет зафиксировано, у него будут соответствующие координаты, и тогда будет нормально все отрабатываться, когда это все отрисую. Это уже история другая. Значит, здесь я выставляю значение 75, 75, здесь 100, здесь 100. Сохраняю, проверяю. Здесь все в целом окей, нас устраивает. Все, жму ОК. Все вернулось как было, и теперь что мы можем еще дополнительно к этому сделать? Если мы вот так расширим нашу левую сторону и перейдем во вкладку «Список вариативности», мы увидим, что у нас напротив наших ползунков есть вот такие дополнительные штуки. Они позволяют нам растягивать по горизонтали либо по вертикали нашу конкретную ось. Допустим, вот находясь вот здесь, вот я выбрал несколько грифов, я могу предположить, как примерно будет это выглядеть шрифт, если я захочу сделать его контрастным. То есть вот эти вертикали останутся такими же, а горизонталь будет более плоской. Что для этого я сделаю? Я просто выбираю вот этот пункт, а это у нас, здесь не написано, что это. Ну, в общем, я могу сделать вот так и примерно накинуть такой черновичок, как бы выглядел мой шрифт, будь он вот таким контрастным. При этом я могу вот здесь двигать вариативность оси, могу вот так изменять его вес, и это все дело сохраняется. Здесь я могу, наоборот, расширить, например, вот так вертикали, и тоже посмотреть, как бы мой шрифт выглядел, если бы он был контрастным. Причем, вот как видите, можно вот так вот экспериментировать. То же самое можно сделать здесь. Я могу сделать его, это у нас ось ширины. Вот это я могу, в принципе, сбросить. А вот здесь посмотреть, на что это влияет. Что он мне позволяет? Он позволяет сделать то же самое, но только здесь он уже другие параметры изменяет, и получается уже не очень хорошо. Но так как это у нас ось ширины, то и
двигать надо, увеличивать либо уменьшать в пределах горизонтали. Поэтому вот эта штука нам ничего хорошего не дает, а вот эта штука дает как раз таки уже более интересный результат. Я могу сделать вот такой сверхширокий вариант, либо наоборот сверхузкий вариант нашего шрифта. Это по сути то же самое, что экстраполяция, только нам не нужно перенастраивать график вариативности. Ну, допустим, я вот захотел сделать сверхширокую версию шрифта, по-быстрому сделать ее черновик. Я выбрал вот такие значения, здесь меня все устраивает, поэтому теперь я могу создать новый мастер, конкретно в этом положении, жму ОК. FontLab долго думает, потому что у меня много здесь глифов, 1300, но зато вот, пожалуйста, он создает полноценный мастер в конкретно таком положении. Как видите, делается это все достаточно быстро. Теперь нужно просто немножко это поправить, сделать поаккуратней, и новое сверхширокое начертание у нас готово. Но так как у нас график вариативности ограничен этим значением в 100 единиц, а здесь у нас получается 132, нам нужно и вот это увеличить, добавить новые мастера вот здесь, и тогда у нас в принципе все будет грамотно работать. Но это уже отдельная история, просто показываю вам возможности. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте Твой шрифтовой фетиш. Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте Твой шрифтовой фетиш в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.